Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот, канал ТПА и не только. Сегодня поговорим о дефекте, который портит прочность и внешний вид деталей – линии спая. Почему они появляются, как их минимизировать и когда они становятся критичными. Сейчас все расскажем. Но перед тем, как начать, поддержите нас. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. Что такое линии спая? Линии спая или weld lines – это видимые границы соединения потоков расплава в форме. Они возникают, когда пластик обтекает препятствие, например, стержень или выступ, и две струи встречаются, но не сплавляются идеально. Или когда проливается габаритное изделие, и потоки расплава, затекая с двух сторон, соединяются в центре. Спай возникает при стыковке двух потоков. Образуемая при этом воздушная канавка на поверхности изделия, видимая линия спая, может ухудшить внешний вид изделия. Внешний вид линии спая определяется глубиной воздушной V-образной канавки, образуемой при стыковке потока расплава, особенностями марки материала изделия, текстуры поверхности изделия. Как это выглядит? Тонкая матовая полоса на поверхности, место с пониженной прочностью, иногда микротрещины или изменение цвета. Существует два типа спаев – спай в стык и спай в касание, различающихся по механизму образования. При спае в стык происходит быстрое остывание расплава в области спая. По этой причине спай в стык иногда называют холодным спаем, а спай в касание – горячим спаем. Для спаев, образованных в начале процесса заполнения, прочность спая в стык меньше прочности спая в касание, поэтому спай в касание является предпочтительным. Прочность спая определяется несколькими факторами – взаимодиффузией потоков расплава, глубиной воздушной канавки, остаточным напряжением в области спая, эффектом внутреннего течения. Обычно области спая имеют меньшую прочность, чем другие области изделия. Снижение прочности связывают с рядом факторов, и в первую очередь с нарушением в области спая структуры и изменением молекулярной ориентации материала. Воздушная канавка является концентратом напряжений, и для аморфных материалов с нее обычно начинается разрушение изделий. Для кристаллизующихся материалов изделие часто разрушается вблизи спая. При образовании спая после отверстия взаимодиффузия потоков расплава увеличивается по мере удаления от отверстия, поэтому и прочность спая повышается в том же направлении. Повышение температуры фронта расплава способствует увеличению подвижности макромолекул, увеличивает взаимодиффузию и в общем повышает прочность спая. Небольшое снижение прочности при высоких температурах объясняется ориентационными эффектами. Прочность спая в отливках из материалов, содержащих стекловолокно, может составлять 20-80% от прочности материала без спая. Уменьшение прочности спаев для таких материалов настолько значительно, что прочность спаев может быть равна или даже меньше прочности базового полимера. Причиной этого явления – неравномерная ориентация стекловолокна в области спая. При эффекте внутреннего течения, который также называется парусным потоком, происходит смещение внутренней части спая под действием потоков расплава в полости в направлении течения. Это может способствовать значительному увеличению прочности спая. Причина возникновения линии спая. Почему появляется этот дефект? Все дело в физике процесса. Разберем основные причины. Конструкция пресс-формы. Слишком узкие или длинные каналы течения. Неудачное расположение впусков. Материал встречается под острым углом. Препятствия на пути потока, например, стержни-выталкиватели. Параметры литья. Низкая температура расплава. Пластик хуже соединяется. Малая скорость впрыска. Материал успевает остыть до встречи. Недостаточное время и давление удержания после впрыска. Пресс-форма недостаточно разогрета. Материал. Высоковязкие пластики, например, поликарбонат, склонны к образованию заметных линий спая. Наполнители стекловолокно могут усугублять проблему. Недостаточная сушка материала. Вместе спая может скапливаться воздух и влага, которые выталкиваются к поверхности изделия, что усугубляет дефект. Последствия появления линии спая. Снижение прочности. Место спая – слабое звено. Например, в ответственных деталях, автомобильные узлы, это может привести к разрушению под нагрузкой. Эстетический брак. На глянцевых или прозрачных изделиях линии особенно заметны. Такой товар не пройдет контроль качества. Дополнительные затраты. Если дефект критичен, приходится дорабатывать детали вручную или увеличить толщину стенок, что удорожает производство. Методы предотвращения линий спая. Профилактика.
Оптимизация условий охлаждения и уплотнения. Глубина линии спая зависит от скорости охлаждения и степени уплотнения материала в зоне соединения потоков. Чтобы улучшить качество спая, необходимо увеличить толщину стенки изделия. Это замедляет охлаждение, давая расплаву больше времени для слияния. Использовать легированные стали с пониженной теплопроводностью в зонах спая. Уменьшает перепад температур. Повысить температуру расплава и формы. Это снижает вязкость, улучшая слияние потоков. Выбирать материалы с высокой текучестью, например, ПНД вместо ПВД, или добавить модификаторы, улучшающие проливаемость. Сушка материала. Перед литьем необходимо тщательно сушить материал, чтобы удалить избыточную влагу, которая может способствовать образованию видимого спая. Настройка процесса литья. Увеличение скорости впрыска. Это сокращает время остывания расплава до момента встречи потоков. Многоступенчатое давление. Дожатие материала в зоне спая компенсирует усадку. Повышение давления и время выдержки. Это позволяет уплотнить область соединения потоков материала. Конструктивные решения. Оптимизация литниковой системы. Перераспределение впусков для равномерного заполнения. Добавление ложных впусков помогает потокам сливаться под правильным углом. Уменьшение препятствий в полости формы. Стержни или выталкиватели. Воздухоотводы в зоне спая. Предотвращают воздушные ловушки, ухудшающие внешний вид. Влияние обработки поверхности формы. Шероховатость перпендикулярная потоку улучшает слияние, например, после фрезеровки. Параллельные следы обработки усиливают видимость дефекта. Особые случаи. Стеклонаполненные пластики и материалы с перламутровым пигментом слюда резко меняют ориентацию частиц в зоне спая, делая линию более заметной. Требуют особого подхода к проектированию формы и выбору режимов. Совет. Для несущих или сильно нагруженных изделий необходимо оптимизировать их конструкцию так, чтобы переместить места возможных спаев в сторону от механических нагруженных зон. Вывод. Комбинация правильной конструкции формы, точных настроек процесса, температурных режимов и выбора материала сводит риск линий спая к минимуму. Тестируйте разные решения для каждого конкретного случая. Линия спая не всегда брак, но важно контролировать их влияние на продукт. Чтобы избежать проблем, анализируйте все нюансы, о которых мы рассказали. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Готовы ответить на ваши вопросы в комментариях. До новых встреч в мире литья пластмасс. И помните, профессионалами не рождаются, ими становятся.